Привет! Как и многие, я столкнулся с распространенной проблемой у Volkswagen Passat — это сломанный пластик под дворниками. Еще его называют жабо. Ломается он часто при попытке снятия или установки аккумулятора. По-хорошему, этот пластик нужно откручивать при замене аккумулятора, но зачастую некогда. Жабо в очень плохом состоянии и даже отломан и утерян большой кусок пластика. Поискал по разборкам, но ничего не нашел. Решил восстановить, чтобы вода не попадала на фильтр, который находится сразу под этим пластиком, а затем в салон автомобиля. Для этого откручиваем дворники. Расшатывая в стороны, их снимаем. Убираем все лишнее. Снимаем снизу металлические защелки и аккуратно достаем. Может, кому-то понадобится номер детали. Первым делом металлической щеткой очистим остатки старого клея. Также сделаю царапины для дальнейшей лучшей адгезии. Смываю грязь и обезжириваю. Далее, при помощи паяльника и металлических скоб от степлер фиксирую место разлома. Прогревая металл, утапливаю его в пластик. Скоба должна утонуть полностью. После остывания пластика она зафиксирует разлом. Далее нарезаю стекловолокно, которое обычно применяют для шпаклевания кузова автомобиля. Беру эпоксидную смолу для ремонтных работ по пластику. Смешиваю в нужных строгих пропорциях. При помощи кисточки наношу тонкий слой смолы на деталь. Далее приклеиваю стеклоткань. Делаю выпуск стеклоткани на недостающий отломанный элемент. И так делаю слой за слоем с двух сторон, уделяя внимание недостающей части и придавая нужную форму. Было холодно на улице, и поэтому нанесенные слои немного подогревал для ускорения полимеризации и придания формы. Далее наносил следующий слой, армируя стекловолокном. И так слой за слоем, пока не получил нужный мне результат. На следующий день смола окончательно застыла, а деталь стала выглядеть прочной. Нужно убрать лишнее. Отрезать можно обычным диском по металлу, но при этом лучше использовать респиратор. Попробую отрезанный кусок на прочность. Гнется очень хорошо, как пластик. Сломать можно, но при этом нужно приложить хорошее усилие. Шлифовальной шкуркой довожу до совершенства. При заливке эпоксидной смолой следует не допускать пустот и воздушных пузырей. Они здесь ни к чему. Деталь при необходимости можно зашпаклевать шпаклевкой для пластика. И после застывания опять пройтись шлифовальной машинкой. В конечном итоге все снова обезжириваю. Нужно теперь нанести грунтовку и окрасить в черный цвет краской для пластика. После шлифовки, видно, остались небольшие дефекты. Я сильно не старался, так как пластик все равно под капотом старого автомобиля не видно. Это всего лишь метод, а вы всегда можете сделать лучше. Всем пока!